Короче, хлеба не было. Вот. Мистер Бист – миллионер, филантроп, пока еще не плейбой, но самый популярный блогер на YouTube. 238 миллионов подписчиков. Именно такую цифру я увидел на момент записи видеоролика. Илон Маск в сфере развлекательного контента, воссоздавший эпизоды из «Игры в кальмара», «Шоколадную фабрику» Вилли Вонки, а также Олимпийские игры, внезапно берет и рекламирует детское казино. Как же так случилось? Вы на канале Интеракт, и сейчас мы во всем разберемся. На самом деле этот видеоролик будет в значительной степени личный, потому что смотреть мистера Биста я начал уже очень давно. Конечно, не с летсплеев по Майнкрафту, но застал времена, когда он 24 часа подряд крутил спиннер на стриме. Даже помню, как тогда написал комментарий, мол, постанова это все, но все равно начал смотреть, потому что очень интересно. Самый интересный момент заключался в том, что этого тогда никто толком не делал. Сказать PewDiePie 100 тысяч раз – легко. Разбить машину друга и купить ему новую – плевое дело. Выкупить гипермаркет, чтобы поселить там человека – да хоть 2 гипермаркета. Все это он успешно делал, и это собирало десятки, а иногда и сотни миллионов просмотров. За эти годы он успел открыть сеть бургерных, бренд сладостей, 2 фонда по защите природы, ну и, естественно, войти в список Forbes. Более того, он открыл отдельный канал под названием Beast Philanthropy. На нем он выкладывает видеоролики, где в основном занимается благотворительностью. Ну, строит дома жителям бедных стран, раздает нуждающимся одежду и еду, ну и многое-многое другое по схожей тематике. Казалось бы, это все отлично. Парень с нуля поднялся до небывалых высот. И так подумал и я, пока не присмотрелся к рекламе в одном из его последних видеороликов. Частный остров за $1 против частного острова за 250 тысяч долларов. В нем мистер Бист вместе с друзьями отдыхает на разных тропических островах, и в момент, когда ныряет к акулам, начинает рассказывать о спонсоре – игре Stumble Guys. Ну игра, подумал я. Что-то я где-то раньше слышал. Мол, это мобильный порт популярной в 2020 году игры Fall Guys. Там надо было за мультяшных человечков проходить испытания на перегонки. А потом, через пару лет китайцы сделали порт, как я услышал на ютубе. И как итог, Fall Guys мертва, а Stumble Guys процветает. Но нет, это все оказалось неправда. Stumble Guys — это не просто игра-сервис, что в простонародье называют донатная помойка, а настоящее казино. И самое интересное, что суть партнерства заключается не только в классической рекламе, а в полноценной коллаборации. В игру ввели кейсы мистера Биста, которые покупаются за валюту мистера Биста, а она как раз таки приобретается за вполне себе настоящие доллары. И оказалось, что все это было уже полгода назад, а сейчас они сделали то же самое, только с другими скинами. Как-то очень много информации за раз, не находите? Окей, давайте с самого начала. Что такое Stumble Guys? Stumble Guys. Это игра-сервис в жанре королевской битвы, разработанная финской компанией Kitka Games. Кто такие Kitka Games? Да буквально никто! В интернете есть только их сайт, который выглядит как будто бы его делали по гайду сайт за 30 минут своими руками. Кроме Stumble Guys они ничего не разрабатывали. Их генеральный директор Олли Лантинян тоже ноунейм. Ну, представим, что это успешный дебют. Stumble Guys выходит 24 сентября 2020 года в Google Play и разрывает рейтинги. В игру играют миллионы подростков и детей. Kitka Games смогли настолько упростить механики игр предшественника Fall Guys, что игроку необходимо лишь управлять персонажем виртуальным стиком и жать на кнопку прыжок. В игре 3 раунда, в первом 32 игрока, в последнем 8. Кто первый доберется до финиша, победил. В сентябре 2022 года американская компания Scopely приобретает права на Stumble Guys и становится ее полноправным владельцем. И вот Scopely уже дала жару. Ну по классике, боевой пропуск, сезоны, эксклюзивные предложения, купи сейчас, иначе через час пропадет, и так далее по списку. Множество коллабораций с брендами по типу Nerf, Hot Wheels, Barbie, ну и конечно же, Мистер Бист. Ребята, мы пришли в аквапарк. Так почему же все-таки казино? Да все предельно просто. Внимание на экран.
Как мы помним из старых игр-сервисов по типу Counter-Strike, Team Fortress или Dota 2, игроку бесплатно давали сундук, который можно было открыть ключом. Ключ приобретался за реальную валюту и давал тебе случайный элемент кастомизации. В случае КС это скины на оружие, в иных вариантах это одежда, шапки, костюмы, ну и иной декор. Все просто. Ты – ключ, тебе – предмет. Безусловно, за последние несколько лет подобный способ монетизации продвинулся значительно дальше. Если мы посмотрим на донат нашумевший Diablo Immortal, то будем невероятно впечатлены развитием этих идей. Но в Stumble Guys все совсем иначе. Ты получаешь не просто предмет, ты получаешь потенциальную возможность получения предмета в будущем. Как это работает? Взглянем подробнее. На первых порах игра, как обычно, выдает тебе колесо фортуны бесплатно. Ты, как обычно, крутишь их, но новый облик на персонажа не получаешь. Получаешь ты только четверть или треть облика в формате очков. Игра обычно накидывает тебе половину очков от интересного облика, но затем аттракцион щедрости заканчивается, игрока буквально ставят перед выбором: докупить с десяток колес фортуны и получить возможность выбить еще очков, или не получить ничего и остаться с потенциальной половиной персонажа. Настолько несправедливого способа монетизации я не видел еще нигде, а оказалось, что это довольно-таки старая история. Первая коллаборация с мистером Бистом случилась 19 августа 2023 года. В ходе нее в игру также ввели валюту мистера Биста. Сначала выдавали ее бесплатно, а затем та же история – плати. Только теперь, чтобы открыть понравившийся облик, тебе было необходимо крутить колесо фортуны не 3, не 4, не даже 5 раз. Чтобы открыть самый паршивый облик из коллекции, надо собрать 90 очков. Самое крупное число очков, которые ты можешь получить с одного прокрута – 10. Но при всем при этом далеко не факт, что ты получишь его из 9 прокрутов. Каждый раз есть шанс получить очки на тот скин, который ты даже и не хотел. И вот спустя полгода это просто повторилось снова. Та же самая история, только теперь уже с новыми скинами. Но стоит отдать должное. Игра-то ведь ничего. Забеги и вправду интересные. Карты, конечно, часто повторяются, однако переигрывать их не кажется чем-то скучным. Все персонажи яркие, да и на них, просто приятно смотреть, вовлекаешься очень быстро. Так почему в таком случае есть нужда критиковать мистера Биста за подобную рекламу? Ведь облики совсем не влияют на игровой процесс. Они существуют как дополнительная опция, позволяющая кастомизировать своего персонажа. И я тоже так подумал. И, честно говоря, уже перехотел записывать данный видеоролик, пока не вышло новое видео на канале Beast Philanthropy, том самом, который посвящен благотворительности. Ролик назывался «Мы построили город». В нем команда Биста помогла жителям бедной деревни из Гватемалы, обновила дома, поставила водопровод и прорекламировала новую игру, которая еще жестче эксплуатирует детскую невнимательность и все сильнее походит на настоящее казино. Dragon City – игра-сервис про бои драконов. В игру введены эксклюзивные предложения по покупке драконов мистера Биста. Эти драконы легендарные, поэтому позволяют с легкостью побеждать на арене против других игроков. Таким образом, чтобы точно не отставать от своих реальных друзей и победить всех врагов, тебе, как игроку, точно необходимо приобрести этих классных драконов, потратив около $15, а может быть сразу 3 дракона. Чтобы точно всех победить, ты же не лох. Только не забывай, что этих драконов необходимо содержать в отдельных загонах и кормить изысканными фруктами. И за это тоже деньги на стол. Так, подождите, мы снова зашли куда-то далеко. Давайте сначала. Что вообще такое Dragon City? Давай, сынок, еще один мастер-класс покажешь, как рубить дрова надо? Да. Давай, допустим, смотри на тебе вот такую палишку. Dragon City. Это игра, в которой тебе необходимо вырастить свою ферму драконов, а потом сражаться с другими игроками. Ее выпустила команда разработчиков Social Point из Барселоны. И оказывается, что у них уже есть метавселенная подобных драконов. Dragonland 3D-платформер, League of Dragons, клон Plants vs Zombies. И все это на мобилке. На сегодняшний день метавселенную прикрыли, и остался лишь один фаворит – Dragon City. Механика проста. Построй свою ферму, огород для еды, хлев, магазин. Только за место животных – драконы. Но зачем тебе эти драконы? Игра дает ответ. Иди в Колизей и сражайся там с противниками. Объединяйся в кланы и играй с друзьями. Первое время все предметы игра дает бесплатно, но потом противники на арене становятся слишком сильными.
А время спаривания драконов все повышается и повышается. Ты ждешь, но новые драконы все так же не могут победить противников. Что делать? Купи себе сильного легендарного дракона, посади его в легендарный загон и побеждай всех в свое удовольствие. Нет желания покупать просто драконов? Вот тебе дракон, мистер Бист. Он точно всех победит. Только давай уже, плати. И оказалось, что игра вышла в Фейсбуке аж в 2012 году. Это была классическая браузерная игра нашего детства. Потом порт на мобилке и, собственно, десятки миллионов долларов оборота. И все это с денег легко внушительных детей. Точнее, их родителей. И вот если историю со Stumble Guys еще можно свести на нет, то город драконов — это уже слишком. Деньги давай, блядь! Деньги сюда давай! Ничего тебе не дам, я тебе сказала. 2 ролика подряд. Самый популярный блогер Ютуба рекламирует настоящее детское казино, а весь мир просто молчит. Либо потому, что зрители не замечают, либо потому, что привыкли. Но к чему же это может привести? Как мы видим, реклама эффективна. Компании приобретают ее аж дважды за год. Каждый день клепаются десятки подобных проектов, цель которых не развлечь, но выкачать как можно больше денег из ваших кошельков. И если вам кажется, что ну подумаешь, это ведь просто игра, то вот моя история из детства. Вернемся в прошлое. На дворе 2009 год. В моем городе интернет только-только дошел до обычных семей среднего класса, кое являлась и моя. И тут открылся целый мир. ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru агент, Яндекс, найдется все. Все это ежедневно будоражило моих близких. Папа погружался в холивар, мама ставила 5 в Одноклассниках, сестра комментила фотки подруг в ВК, а 7-летнего меня сначала усадили за форум смешариков и онлайн-игру Шарарам, а затем зарегистрировали в Mail.ru агенте. Тогда только-только начинали распространяться браузерные игры, которые в начале 10-х будут у всех на слуху. Уличные гонки, Тюряга, Бой с тенью, Копатель онлайн и многие другие. Я тогда поигрывал в Трагедию белок и серчил самые рейтинговые игры, надеясь найти что-нибудь классное. Чаще всего играл денек, а потом забрасывал, ибо скучно. Но однажды я набрел на игру по типу Тамагочи, что-то вроде «Ухаживай за котенком». Суть проста, в 2015-м ее будут эксплуатировать многочисленные My Talking Tom, Анжела и прочее. Корми, мой, выгуливай кота и рубись в мини-геймы, чтобы получать еду и валюту на кастомизацию. Мне выдали котенка. Как тогда помню, черного с редкими пятнышками. И я тогда очень сильно привязался к нему, мол, мой котенок, все такое. Потому что на протяжении недели каждый день заходил и кормил его. Ухаживал там и прочее. Собственно, когда у него были приятные эмоции, из него исходили такие зеленые смайлики с улыбкой. А когда, наоборот, неприятные, если я не заходил там день, то из него выходили красные, уже с грустным выражением лица. И вот спустя неделю игра почему-то дала мне то количество еды, которого не хватило, чтобы восполнить норму голода. Я не придал этому значения, но на следующий день еды дали в 2 раза меньше. А потом это повторилось вновь. На 5-й день котенок начал голодать, и из него исходили уже не грустные смайлики, а смайлики, плачущие горькими слезами. Что же предложила мне игра? Заплати за набор еды, чтобы котенок выжил. 100-200 рублей. Точно не помню, но на тот момент была солидная сумма. Можно было обильно закупиться вкусняшками в какой-нибудь 5-очке. Но я понял, что котенка нельзя бросать в беде, и я его спасу. Помню, как побежал к папе и попросил денег на еду для котенка, иначе он умрет. Папа ответил что-то в духе: «Сеня, ну ты чё, бля, какой котенок?» И, естественно, мне ничего не дал. Не дали и остальные члены семьи, оттого я проплакал всю последующую ночь, пока мой верный друг медленно умирал. Каждый день, на протяжении недели, я заходил его проведать в надежде, что мне дадут еду, которая восстановит ему голод. Но этого не происходило. А потом меня поставили перед фактом через всплывшее окошко с кнопкой «Окей». Ваш старый котенок умер из-за неправильного ухода. Держите нового котенка. Уже рыжего. И к нему, конечно же, выдали огромный запас еды на ближайшую неделю. И вот тогда я понял, как далеко готовы зайти разработчики подобных игр.
если мы в целом можем называть эти игры играми. Сначала это, ну чё ты же не лох, скинь 15 баксов на нового дракона. То уже завтра это может быть, мы вырежем всю твою семью, если не скинешь 100 рублей на этот номер. И даже если сейчас это вас в целом не касается, вы предпочитаете трипл или дабл A проекты, то уже завтра к вам может подойти ваш ребенок и попросить пару-тройку тысяч на спасение котенка, щенка или даже дракона. Такие дела. А сейчас просим поделиться этим видео со своими друзьями, рассказать, был ли у вас подобный опыт в играх-сервисах, а также поставить лайк. До скорых встреч. О своем опыте. Нет, окей, не получилось, не добил. Написать в комментариях о своем опыте. Что ты хочешь от зрителей? Чтобы он написал комментарий о своем опыте в подобных играх-сервисах. Ну, то есть, поделитесь, у вас были такие истории, как у меня? Окей, понял. Скажите, я не одинок ведь, правда? Окей.